Друзья, вы знали, что публикация данных по ИПЦ 15 июля – это именно то событие, которое станет переломным моментом для криптовалюты в 2025 году. И это не шутка. Ведь это связано с тем, что если отчет покажет снижение инфляции, уже в сентябре нас будет ждать гарантированное снижение ставок ФРС, которое приведет к повторению сценария 2020 года. И рынки просто взлетят. Последнее снижение ставок ФРС было почти год назад, также в сентябре. Тогда Пауэлл внимательно наблюдал за инфляцией, и после падения ниже 3% ФРС приступила к смягчению денежно-кредитной политики. Сейчас инфляция почти у цели ФРС 2%, и наверняка даже ее небольшой рост не помешает Пауэллу наконец-то сделать первое снижение, тем самым запустить булран. Вот только если бы все было так хорошо, как, например, в прошлом году, то рынок без сомнений уже начинал бы активно расти. Но нет, по факту биткоин топчется на одном месте. А все потому, что дело не только в инфляции, но и в торговой войне США. Трамп продлил тарифную паузу, которая должна была закончиться 9 июля, до 1 августа, и заявил, что больше никаких переносов не будет. А учитывая, что за 90 дней США смогли подписать новые сделки только с 2 странами, и еще пару торговых соглашений остаются под вопросом, есть высокие риски того, что Трамп просто введет тарифы в одностороннем порядке. Из-за этого все экономисты как один предупреждают, что инфляция возобновит рост, особенно под конец года, с чем также согласен сам Пауэлл. И в таком случае снижение ставок будет под большим вопросом не только в сентябре, но и в октябре. Это также понимает Трамп, который настоятельно требует от Пауэлла снижения ставок, чтобы хоть как-то компенсировать давление тарифов на фондовый рынок. Именно по этой причине данные по ИПЦ через 5 дней станут решающими для мировой экономики и, конечно же, для криптовалюты. Поэтому сегодня мы разберем, что будет с инфляцией, как криптовалюта отреагирует на рост или падение ИПЦ, смогут ли свежие инфляционные данные дать уверенности биткоину, насколько опасными являются тарифы Трампа, и в целом обсудим, чего ждать от крипторынка и альткоинов в ближайшее время. Тема ролика на самом деле очень важная, поэтому рекомендую досмотреть до конца, а перед просмотром поставить лайк, ведь мы уже давно не набирали больше 1000 лайков. Давайте с вас поддержка в виде пальца вверх, а мы в свою очередь в ближайшее время сделаем обзор на одну монету, которая чаще всего будет упоминаться в комментариях, так что пишите ваши варианты. Тем более за комментарий можно получить $10, как вот этот счастливчик. Ну и дополнительная подписка на Telegram дает вам еще $10. Заранее спасибо за вашу активность, вы на канале Coin22, мы начинаем. Итак, друзья, на повестке дня у нас новые тарифные угрозы Трампа, а также, забегая наперед, отчет по ИПЦ через 5 дней, и все это напрямую влияет на биткоин. Также буквально вчера в Сенате прошли слушания по криптовалюте, и если вы желаете узнать, какие монеты накапливают киты на фоне этого события, переходите в наш телеграм-канал, где также выходят все важные экономические криптоновости, отчеты, как тот же ИПЦ, и что самое главное, все кратко, понятно и без спама постов каждые 5 минут. Обязательно подпишитесь, ведь скоро мы анонсируем новый большой розыгрыш. Говоря об инфляции, мы имеем следующую информацию. По прогнозам ФРБ Кливленда, инфляция в месячном выражении, скорее всего, останется чуть скромной, в пределах 0,23-0,25%. А это, между прочим, продолжение тренда на сдержанную инфляцию, которую мы наблюдаем еще с февраля. Но не все так идеально. Годовая инфляция все еще не опустилась к заветной цели в 2%, которую поставила ФРС. Сейчас она ближе к 3%, и основная причина – это всплеск цен в конце 2024 и в начале 2025 года. С тех пор, правда, показатели стали спокойнее, но осадочек, как говорится, остался. Теперь давайте поговорим о рисках. Главные угрозы – это тарифы и рост цен на энергоносители. Пока что влияние тарифов в цифрах ИПЦ почти незаметно. Но июнь и июль – ключевые месяцы, ведь именно сейчас некоторые компании уже начали поднимать цены. И вот этот свежий отчет покажет, насколько сильно это повлияет на потребительскую корзину. Есть и хорошие новости. Индекс цен производителей за май показал умеренное повышение цен. Это может быть сигналом, что в ближайшее время инфляция останется под контролем. Хотя нельзя расслабляться. Научные исследования уже фиксируют отдельные всплески тарифов, пусть и пока не критичные. Вот как прокомментировала ситуацию Мишель Боуман, это вице-председатель ФРС. Да, прогресс снижения инфляции есть, но риски все равно сохраняются. Это и новые тарифы, и возможное подорожание товаров из-за решений компаний, пока цепочки поставок работают стабильно, но геополитика может все быстро изменить. Тем временем, согласно июньскому опросу, американцы снова начали ждать более низкую инфляцию. Да, низкую. Ожидания по росту цен вернулись на уровне начала года, то есть до того, как Трамп шокировал рынок новыми пошлинами и биткоин протестировал дно этого года. По данным опроса, ожидания по инфляции в ближайший год уже второй месяц подряд снижаются с 3,2% до ровно 3%. Это минимум за последние 5 месяцев. А что касается долгосрока на 3,5 лет, здесь стабильность 3% и 2,6% соответственно. То есть паники среди населения пока нет. По официальным данным Бюро статистики труда, потребительская инфляция в мае всего 0,1%. Да, в годовом выражении это все еще 2,4%, чуть выше цели ФРС 2%. Ну и тут ничего критичного. Поэтому если учитывать, что ФРС почти целый год удерживала ставки на таких высоких уровнях, это может принести свои плоды. И даже если ИПЦ покажет рост на 0,1%, как в прошлом месяце, это не должно стать негативным фактором для криптовалюты. А вот снижение ИПЦ ниже предыдущих
текущих данных 2-4%, это вообще лучший сценарий для рынков и почти гарантированное снижение ставок. Правда, не в июле, ведь вероятность этого всего 6%, и Пауэлл рисковать не будет. Да, если инфляция упадет, то Трамп точно будет от этого в бешенстве и начнет бомбить в соцсетях. Тем не менее, нужно понимать, что тарифы это не игрушка. Но могут ли тарифы Трампа все испортить? Тарифы Трампа пока не привели к сильному росту инфляции в США, не замедлили экономику и не нанесли ущерб росту занятости. Министр финансов Скотт Бессент любит повторять, что инфляция – это собака, которая не лает. Однако экономисты утверждают, что инфляция и занятость отреагируют на тарифы с задержкой, которая может начать проявляться к концу этого года, и что текущая пауза перед надвигающейся бурей вселила в администрацию Трампа ложное чувство безопасности. Но что сейчас происходит с этими тарифами? В понедельник Белый дом выкатил новый инфобюллетень. Трамп подписал указ о продлении тарифной паузы. Напомню, изначально она должна была закончиться уже 9 июля. Это все те самые тарифы Дня освобождения, которые он объявил еще 2 апреля. И вот теперь пауза продлена, но не для всех. Белый дом выложил список из 14 стран, они сейчас на ваших экранах, которым Трамп лично направил письма. И там все прямолинейно. Либо вы соглашаетесь на торговую сделку США до 1 августа, либо получаете новые тарифы. Причем если кто-то рискнет ввести ответные пошлины, то США, по словам Трампа, подымут ставки еще выше. В конце каждого письма написано: эти тарифы могут быть изменены в сторону повышения или понижения, в зависимости от наших отношений с вашей страной. Это все классика в стиле Трампа. Но знаете, в чем проблема? За последние 3 месяца, начиная со 2 апреля, США успели заключить только 4 торговые сделки, хотя по факту 2. С Великобританией тарифы на британские автомобили снижают с 25 до 10%, и это на первые 100 тысяч машин. С Вьетнамом 20% на экспорт, Китаем обе стороны идут на взаимное снижение тарифов, а также с Индией. Но Индия и Китай еще под вопросом, потому что там четкие условия не объявили. Итог: только 4 сделки за квартал, а еще остаются ЕС и многие другие большие страны. На остальных Трамп пока давит жестко, через письма, угрозы пошлин и ультиматумы, а впереди дедлайн 1 августа. Но ранее мы обсуждали, что этого времени не хватит для полноценных торговых сделок, и соответственно с очень большой вероятностью Трамп, как всегда, перенесет свой дедлайн. Это связано с тем, что Трампу больше нужно снижение ставок ФРС и зеленые фондовые рынки, чтобы получить голоса для республиканцев на предстоящих выборах в ноябре и в следующем году. А с высокими тарифами и ростом инфляции Джером Пауэлл ставки не снизит. Тарифы – это лишь рычаги для манипулирования другими странами, в чем мы начинаем убеждаться с каждым месяцем. И Трамп может их тянуть аж до мая следующего года, ведь именно тогда закончится срок Джерома Пауэлла. И Трамп наверняка поставит свою марионетку ФРС, чтобы по щелчку пальца печатать новые доллары, когда ему это нужно. Пауэлл не рискнет делать первое снижение в июле, даже если ИПЦ сильно упадет. Он перестрахуется, подождет август, когда у ФРС нет заседания, и уже в сентябре со спокойной душой смягчит монетарную политику. Так что пока на фоне предварительных и реальных данных по ИПЦ будет формироваться движение крипторынка в ближайшее время, за движением индекса доллара и притоком капитала в ETF нужно следить, чтобы иметь более точное представление о текущем движении. Эти ключевые сигналы прямо сейчас используют аналитики нашей подписки Pro, которые подготавливают сделки для всех участников. Например, мы продолжаем получить профит на лонг сделке по AVAX, цена которого движется в узком диапазоне, и фиксируем многие другие сделки, причем также на падении. А в преддверии роста рынка после снижения ставок ФРС мы помогаем собирать оптимальные спотовые портфели. Также в Pro есть обучение, поддержка, сопровождение, а также разбор вашего портфеля и его балансировка. Поэтому все, кому интересно, пишите по ссылке в описании. Теперь на основе всех вышеперечисленных факторов давайте разберем, как это повлияет на крипторынок. Во-первых, вся эта возня с тарифами, инфляцией и новым большим законом Трампа знатно бьет по доллару, а это зеленый флаг для биткоина. Сейчас индекс доллара падает ниже ключевых скользящих средних, а это значит, что обратная корреляция между долларом и биткоином снова уходит на первый план. 1 июля индекс доллара провалился до 96,3. Такого слабого уровня мы не видели больше 3 лет, а с начала года доллар уже просел более чем на 10%. CryptoQuant показывает, сейчас доллар находится на 6,5 пунктов ниже своей 200-дневной скользящей средней, а это самое сильное отклонение за 21 год. То есть мы говорим о рекордной слабости доллара на фоне рекордного госдолга США. Хотя на первый взгляд это может пугать, на деле это подарок для рискованных активов, в первую очередь для биткоина. Вся история биткоина – это история обратной зависимости от доллара. Когда доллар падает, биткоин, как правило, растет. Это особенно четко видно на графиках. Все периоды, когда доллар торговался ниже своей годовой скользящей средней, совпадали с мощными фазами роста битка. И вот сейчас мы снова в такой фазе. Слабость доллара – это топливо для других чаще всего рискованных активов. А теперь добавим сюда геополитику. Торговые пошлины, которые снова вводит администрация Трампа, усиливают давление на доллар. Американская валюта слабеет не просто так. Это реакция на рост дефицита и жесткую торговую политику. Экономист Лин Олден сказала, когда доллар силен, есть смысл им владеть. Но если общий кредит и объем доллара в системе продолжают расти, это становится макроэкономическим аргументом в пользу биткоина. В принципе, именно это сейчас и отражается в метрике биткоина. Смотрите, предложение биткоина сокращается. С начала июля скорость обращения биткоина
биткоина начала замедляться, и уже 8 июля одна из ключевых ончейн метрик, которая отслеживает, как часто биткоин меняет владельцев, упала до самого низкого уровня за последние 3 года, всего 12,6. Это значит только одно: монеты просто перестали двигаться. И это чистейший бычий сигнал. Халдят все: и розница, и киты, и даже майнеры. Никто не спешит продавать, все ждут. Также резерв майнеров, то есть их запасы биткоинов, вырос на 1780 биткоинов всего за неделю. Сейчас на их кошельках уже 1,8 миллиона монет. И это ключевой сигнал, потому что если даже майнеры, которые буквально печатают биткоин, перестают сливать и начинают накапливать, это значит, что они явно ждут рост. Теперь самое интересное: куда может пойти цена? По карте ликвидаций, которую строят на основе открытых позиций трейдеров, огромный кластер ликвидности находится в области выше 110 тысяч. Это зона, где мы наблюдаем очень много шортов, которые могут быть ликвидированы. Именно в эту область сейчас старается двигаться рынок. И если к этому прибавить все, что мы уже сказали, а именно сокращение предложения, рост резервов майнеров и отсутствие продавцов, то в принципе данные очень хорошие. И рынки с нетерпением ждут публикации ПЦ. А что происходит на рынке альтов? Сейчас альты по-прежнему отстают от движения биткоина, поскольку его доминирование остается на максимальных уровнях. Но некоторые альты показывают положительные сигналы. Кстати, более подробно про альт-сезон и отдельные монеты для покупки на ближайший цикл роста мы говорили в недавнем топе. Обязательно советую его посмотреть. Из последних новостей можно выделить эфир. Например, Trump Media запускает ETF на основе эфириум и биткоина. Компании Trump Media и Technology Group подали заявку на ETF, состоящий на 70% из биткоина и на 15% из эфира. И SEC уже приняла заявку на рассмотрение. А также компания GameSquare объявила о создании фонда в эфире на 100 миллионов долларов. И как мы видим, последние новости очень хорошо отражаются на цене эфира. Еще 1 июля Ripple объявила, что банк New York Mellon становится основным хранителем ее нового стейблкоина RLUSD. И это, друзья, не просто партнерство, это признание, что институциональные игроки заходят в экосистему Ripple. RLUSD уже запущен как на эфире, так и на сети XRP. 87% всей активности пока на эфире, но в ближайшее время разработчики будут повышать активность на сети XRP. Именно там может раскрыться весь потенциал, более быстрые и дешевые расчеты, в отличие от перегруженного и дорогого эфира. Из новостей также не перестает выходить Solana. По данным Polymarket, вероятность одобрения ETF Solana в 2025 году подскочила до уровня 99,7%. Это почти гарантированный запуск, а значит, что инвесторы уверены, что Solana выходит на большую финансовую арену и готовится стать частью традиционного инвестиционного рынка с такими активами, как биткоин, а также эфир. Эти новые ETF-фонды запускают тяжеловесы Уолл-стрит, такие компании, как VanEck, Grayscale, 21 Shares, Bitwise и даже Canary Capital. Одобрение Solana ETF буквально открывает двери для капитала от фондов, потому что именно спотовые ETF позволяют инвестиционным компаниям в США напрямую заходить в эту монету. Так что будем ждать запуск. Вчера биткоину удалось пробить новый максимум, но этот уровень всего на несколько долларов был выше прошлого максимума. Да, вроде бы и метрики позитивные, и рынок в целом выглядит неплохо, но что-то явно сдерживает его рост. И если смотреть глубже, становится понятно: на цену давят киты. Индекс страха и жадности сейчас на отметке 66, а это значит, что настроение у инвесторов довольно смелые. Рынок настроен на рост. Биржевые запасы биткоина продолжают снижаться, то есть монеты выводят, а не продают. Это говорит о том, что многие холдеры ждут повышения цен. Но есть один важный момент. С начала июля резко вырос показатель активности китов. Они все чаще начали заводить биткоин на бирже, а это, как правило, происходит перед сильным движением. Также снижается количество стейблкоинов по отношению к биткоину, а это значит, что у рынка меньше свободных денег для покупки. Небольшой, но все же сдерживающий фактор. Что еще? Индикаторы вроде MVRV и NUPL показывают, что большинство холдеров сейчас в плюсе, но не настолько, чтобы все продавать. В целом рынок сбалансирован, перекупленности нет, но и запас для роста пока не бесконечный. А вот майнеры пока ведут себя спокойно, они продают меньше, чем обычно. И как я сказал ранее, это зеленый сигнал. Сейчас долгосрочные холдеры, то есть те, кто не трогает свои монеты минимум 155 дней, занимают самую сильную позицию за всю историю биткоина. Более 80% всех биткоинов сейчас просто лежат на кошельках и не двигаются. Это те самые алмазные руки, которые не продают ни при панике, ни при хайпе. За всю 15-летнюю историю такое происходило всего дважды, в феврале и в октябре прошлого года. И знаете, что было дальше? В каждом из этих случаев биткоин летел вверх, плюс 72 и плюс более 80%. И сейчас мы снова в этой точке. То есть на рынке уже есть модель, которая показывает, когда предложение замирает у холдеров, а появляется хоть какой-то спрос, цена буквально взрывается. И вот что еще важно, в этот раз в игру активно подключились корпорации, а также фонды. Казначейские фонды и крупные компании начали скупать биткоин, и это постепенно делает все предложение на рынке неликвидным. А теперь представьте, что будет, если спрос начнет расти на фоне этого дефицита. Конечно же, цена пойдет вверх. По последним данным, у долгосрочных холдеров сейчас находится 14,7 миллионов биткоинов. Это почти 1,6 триллионов долларов по текущим ценам. И все это лежит мертвым грузом. А значит, при любом серьезном притоке спроса рынок просто не выдержит, и биткоин покажет, на что он способен. Так что следим за этой метрикой. В общем, сейчас у нас ситуация такая. В целом метрики указывают на продолжение роста, и все будет зависеть именно от ИПЦ. Этот отчет реально разделит 25 год для крипторынка до и после. Если инфляция действительно останется в районе 2,4-2,5%, это будет мощный сигнал для ФРС. Экономика не перегревается,
закрывается и можно аккуратно готовиться к снижению ставок. А снижение ставок — это всегда бычий триггер для биткоина. Почему? Потому что при низких ставках ликвидность на рынке растет, доллар слабеет, а инвесторы скупают рискованные активы, за счет чего биткоин выходит на первый план. Поэтому следим и анализируем его цену и наблюдаем за свежими новостями, которые есть в нашем телеграм-канале. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчик и увидимся в следующем интересном видео. Всем желаю удачи, до скорых встреч!